Советская аудиоиндустрия подарила огромное количество замечательной акустики рядовому обывателю, которая плечом к плечу прошла с аудиолюбителями сквозь целую эпоху. С чего данная эпоха начиналась, мы уже с вами рассматривали в одном из предыдущих роликов. А вот на чем же она закончилась? Об этом я и предлагаю вспомнить в данном выпуске, взглянув на десятку последних акустических систем, выпущенных в рамках советской аудиоиндустрии до конца 1991 года. Электроника 15AS218 выпускалась с 1990 года и представляла из себя двухполосную акустическую систему с фазоинвертором. В комплект громкоговорителей данной акустики входили 25 GDN4.4 и 4 GDW 1.8. Диапазон воспроизводимых частот при этом составлял от 55 до 20 тысяч Гц, чувствительность 84 дБ, номинальная мощность 15 Вт, сопротивление 4 Ом. 30AS101KE Elliott выпускалась с 1990 года в городе Севастополе производственным кооперативом при радиозаводе имени Калмыкова. Набор используемых в акустике динамиков включал в себя 25 GDN 1.4 и 6 GDW 1.16. Диапазон воспроизводимых частот при этом составлял от 50 до 22 тысяч Гц, а номинальное сопротивление 4 Ома. Радиотехника S90D выпускалась с 1990 года Рижским радиозаводом имени Попова. Диапазон воспроизводимых частот акустической системы составлял от 25 до 25 тысяч Гц, чувствительность 89 дБ, сопротивление 8 Ом, номинальная мощность 35 Вт, паспортная 90. Нота 15AS201 выпускалась с 1991 года Новосибирским производственным объединением «Луч» и представляла из себя широкополосную акустическую систему с фазоинвертором. В системе был применен громкоговоритель 10 GDSH 1.4, обеспечивающий частотный диапазон на уровне от 80 до 20 тысяч Гц при чувствительности в 90 дБ и номинальном сопротивлении 4 Ома. Предельная долговременная мощность акустической системы составляла 15 Вт. Axia 15AS201.1 выпускалась с 1991 года и представляла из себя двухполосную акустическую систему закрытого типа. Диапазон воспроизводимых частот системы составлял от 80 до 18 тысяч Гц, номинальная мощность 15 Вт, предельная долговременная 25, сопротивление 4 Ома. Vega 35AS105.1 выпускалась с 1991 года Бердским радиозаводом. Диапазон воспроизводимых частот системы составлял от 50 до 20 тысяч Гц, чувствительность 86 дБ, а паспортная мощность 35 Вт. Сопротивление системы при этом составляло 8 Ом, а вес достигал 11 кг. Союз 50AS012 выпускалась с 1991 года Брянским электромеханическим заводом. Номинальная мощность системы составляла 50 Вт, предельная шумовая 90, сопротивление 4 Ома, а эффективный рабочий частотный диапазон от 40 до 25 тысяч Гц. Эстония 130AS002 и 130AS003 выпускались с 1991 года акционерным обществом РЭД в городе Кохтла-Яровы. Долговременная предельная мощность акустики составляла 130 Вт при сопротивлении 8 Ом. Эффективный же рабочий частотный диапазон от 40 до 25 тысяч Гц. Между собой модели отличались применяемыми в конструкции низкочастотными громкоговорителями. Так, в 130AS002 устанавливалась головка 75 GDN 1.8 с плоской диафрагмой сотовой конструкции, а в Estonia 130AS003 громкоговоритель 75 GDN 2.8 конусной конструкции с оригинальной магнитной системой, включающей в себя дополнительный кольцевой магнит обратной полярности. Электроника 90AS001
выпускалась с 1991 года научно-производственным кооперативом «Акустика». Визуально и конструктивно данная система была очень схожа с системой Electronica 35AS015, выпускаемой еще с далекого 1985 года Учкекенским заводом микрокомпонент и Зеленчуцким заводом «Спираль». Однако представляла из себя достаточно самобытную акустику, облегченную на 2 кг с незначительно урезанным по нижней границе частотным диапазоном, который в данном случае составлял от 31,5 до 25 тысяч Гц. И завершают наш сегодняшний выпуск акустические системы S90F и S100F, выпускаемые с 1991 года Рижским радиозаводом имени Попова. Номинальная мощность акустических систем составляла 35 Вт, номинальное сопротивление 8 Ом, диапазон воспроизводимых частот от 25 до 25 тысяч Гц при характеристической чувствительности 89 дБ. Между собой же акустические системы отличались лишь устанавливаемым среднечастотным звеном. Таким образом, в S90F устанавливался обычный и хорошо знакомый среднечастотник 20 GDS 1.16, а вот в S100F устанавливался достаточно уникальный 30 GDS 3 с магнитной жидкостью Максит, что давало возможность повысить максимальную мощность акустики до 100 Вт. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что сегодняшний выпуск был вам интересен и хоть немного понравился. Если это действительно так, с вас, как всегда, лайк, подписка и приятный комментарий. Ну а с нас еще много всего интересного. Хороших вам дней!